Приветствую вас, друзья, на канале. Сегодня будет спонтанное видео. Почему спонтанное? Потому что другу пришла партия литий-титанатных аккумуляторов, он занимается автозвуком, и 3 из них пришли разряженных до 0,3 вольт. Эти литий-титанатные элементы фирмы Yanlong на 30 ампер-час. Когда литиевые аккумуляторы глубоко разряжаются, правильно поднимать их из этого состояния нужно маленьким током. Он сделал неправильно, он подключил разряженный элемент к нормально заряженному элементу из этой же партии. Прям толстыми проводами, я так понял, подключил параллельно и до 2 вольт их поднял. Это не очень правильно. Вот на каждом элементе сейчас практически по 2 вольта. На этом даже чуть больше. Литий-титанатные элементы гораздо легче переносят глубокие разряды. В комментариях к другим видео по этим элементам, где я тестировал их на емкость, где разбирал, протыкал, в комментариях к какому-то из этих видео мне писали, что можно попробовать разрядить глубоко и потом проверить, какая емкость. Вот сейчас как раз появилось 3 образца, на которых это можно проверить. Сейчас я подключу их медными шинами. На постоянку этого делать не нужно, потому что гальваническая пара. Но в данном случае для заряда это можно сделать. Элементы соединены параллельно, чтобы сэкономить время. Заряжать их будем вместе, а не по отдельности, естественно. Обычно ток для поднятия литиевого элемента из глубокого разряда я вычисляю следующим образом. Он равняется такой величине, чтобы примерное время заряда было около суток. То есть у этих элементов емкость 30 ампер-час. Если 30 поделить на 24 часа, то получим ток 1,25 ампера. Так как элемента у нас 3, подключенных параллельно, то этот ток нужно умножить на 3. И мы получим 3,75 ампера. Так как в этом зарядном устройстве и во многих других устройствах подобного типа нету режима для литий-титанатных элементов, я буду заряжать в режиме железофосфатного элемента, ближайшего по напряжению. Но все равно нужно будет следить, чтобы не перезарядить эти элементы. Ток поставил 3,7 ампера. Все, погнали восстанавливать. Буду следить за напряжением. Снимать я весь процесс, естественно, не буду целые сутки. Сниму уже, когда элементы зарядятся, потом можно будет их протестировать на емкость, разрядить. Совсем забыл, что не помешало бы измерить внутреннее сопротивление элементов перед тем, как мы их начнем восстанавливать. Сопротивление щупов равно нулю. Сопротивление элемента 0,4 миллиома. Сопротивление второго элемента 1 миллиом. Да, около 1 миллиома. И сопротивление третьего элемента около 0,4 миллиом. Да, но вот этот элемент, конечно, видимо, подпортился знатно. Должно быть как раз 0,3-0,4 миллиома у них. Этот элемент имеет более чем в 3 раза большее внутреннее сопротивление. Ну, запомним это. Потом, когда будем измерять емкость, посмотрим, что у него с емкостью еще. 3,6 ампер-часа уже залилось. Продолжим дальше заряд. 3,7 ампера. Все, погнали. Теперь основные характеристики у нас есть. Еще осталось измерить емкость. Зарядное устройство отключилось. По емкости 72 ампер-часа залилось. Напряжение на элементах 2,3 вольта. Поставлю еще на дозарядку, ограничу еще раз. Поставлю 15 ампер-час ограничения. Главное не перезарядить. Залилось еще 18 ампер-часов. До этого было 72 плюс 18, это уже 90. Но с учетом погрешности зарядки зальем еще. Элементы зарядились, в общей сложности в них залилось где-то около 97 ампер-час, но это плюс погрешность прибора, он в большую сторону немножко врет. Сейчас я отсоединю элементы друг от друга и буду тестировать их по отдельности. Разряжать буду током 40 ампер, при таком напряжении зарядное устройство легко это позволяет, до 1,5 вольта, как по даташиту указано, так и будем делать.
Элемент разрядился, отдал он 35 ампер-час, что очень даже хорошо, при условии, что он разрядился до 0,3 вольт. Ну, литий-титанатные элементы очень живучи, как я уже говорил. Это еще раз доказывает их живучесть. Подключу второй элемент, тот, у которого сопротивление повышенное, 1 миллиом, оставим на закусочку. Думаю, что этот элемент тоже себя поведет нормально, отдаст свою емкость положенную. Возможно, и тот, у которого повышенное в 3 раза сопротивление, 1 миллион, тоже, возможно, отдаст свою емкость, а возможно, даже его сопротивление после одного цикла, заряд-разряд, вернется в норму. Это будет очень интересно. Ставлю на разряд 1,5 вольта 40 ампер. Второй элемент тоже отдал более 35 ампер-час. И это просто замечательно. И теперь третий образец, самый, по моему мнению, интересный, с повышенным сопротивлением. Какая же у него емкость? Ставьте на паузу и пишите в комментариях, какая у него будет емкость. Мне самому очень интересно. А также изменится ли у него сопротивление после того, как мы его разрядим. Получается, это будет один цикл после того, как он был разряжен. Никогда такого с титанатными элементами я не проводил. Мне самому интересно. Оставлю этот тест уже на завтра. 2 часа ночи надо сделать перерыв. Продолжим тестирование третьего элемента. Это как раз тот на 1 миллиом. Я его подписал. Режим кадмия, разряд 40 ампер, 1,5 вольта. Надеюсь, он отдаст свою заявленную емкость. И было бы просто замечательно, если бы его внутреннее сопротивление тоже пришло к норме. Тогда можно будет сказать, что титанатные элементы, в частности фирмы Yanlong, очень живучие. Разряд завершился, элемент отдал чуть меньше, чем остальные, на 1 ампер-час, 34,6 ампер-часа. Те отдавали 34,2, насколько я помню, и 34,6 или 34,5. Ну, грубо говоря, примерно то же самое он и отдал. Сейчас нужно измерить внутреннее сопротивление. Сопротивление элемента 1,5 миллиома. На полмиллиома увеличилось сопротивление. Интересно. Сейчас надо его зарядить, попробовать. Элемент зарядился. Измерим его внутреннее сопротивление теперь, когда он заряжен. Сопротивление щупов по-прежнему равно практически нулю. 0,6 миллиом стало сопротивление. Очень интересно. Сопротивление уменьшилось. Измерю один элемент, который был исправен изначально. Ну как исправен? Сопротивление у него было в норме. Внутреннее сопротивление у элемента, у которого изначально сопротивление было в норме, оно и у разряженного тоже в норме. 0,38 миллиома. У этого 0,62 вольта. При напряжении 2,8 вольта. Такой элемент уже опасно, конечно, применять в сборке. Не то, что опасно, но сборка уже не будет такой надежной. Я бы не стал. С другой стороны, погонять его, конечно, было бы не лишним туды-сюды. И посмотреть, что станет с его внутренним сопротивлением. Вот такое вот видео. На этом у меня все. Ставьте лайки, кому видео было полезным, кому оно понравилось. Ставьте дизлайки, кому не понравилось. Очень благодарен вам, что вы делитесь моими видео в соцсетях. Это очень поддерживает меня, очень мотивирует меня на съемку видео. Кто не подписался, подписывайтесь на канал обязательно. Смотрите еще больше видео с этими элементами. На канале есть видео с разными тестами этих элементов. Если еще не видели, то обязательно посмотрите. На этом у меня все. Увидимся в следующих видео. Всем пока!